семьянин. Николас Кейдж играет роль успешного бизнесмена, амбициозного финансиста с Уолл-стрит. Фильм начинается с поворотной сцены, когда герой стоит на перепутье судьбоносного решения – остаться с любимой женщиной или начать успешную карьеру в крупной компании, и он выбирает одинокий путь финансового воротилы. Его мечта сбывается. Он успешный вице-президент, он богат и влиятелен. И в канун Рождества его компания готовится к большому слиянию, многомиллиардной сделке, которая принесет большую прибыль. И даже рождественские праздники не способны отвлечь его от тщеславного стремления доказать свое превосходство и заполнить душевную пустоту дарами капитализма. И как бы в подтверждение этому персонаж Йозефа Зомера произносит: «Ты спасешь капитализм, Джек?» Жизнь обеспеченного, расчетливого дельца Джека переворачивается после встречи с Доном Чидлом, проводником из сверхъестественного мира, который против воли кардинально меняет жизнь героя, предоставляя ему возможность прожить эпизод, от которого он отказался. И такая возможность ему предоставляется из-за проявления сочувствия. Это дар, который герой не просил, но который ему необходим, и ему еще предстоит это понять. Нам не объясняют природу таинственного незнакомца. Но это и не обязательно. Главное – ответ на вопрос, что нужно человеку для счастья. И Джеку предстоит найти ответ. Наш герой волшебным образом оказывается в альтернативной версии своей жизни, когда он выбирает жизнь с любимой женщиной. Он становится романтичным мужем и заботливым отцом. Сверхъестественные силы предоставляют Джеку возможность испытать то, что он отверг, стать счастливым человеком, понять, что ему действительно нужно. Это добрая, нравоучительная новогодняя мелодрама с фантастической завязкой, с легкой и теплой семейной атмосферой. Это кино оставит светлые воспоминания и подарит новогодние эмоции волшебства, с хорошей игрой актеров, отличной режиссурой и интересным сценарием. Пара на празднике. Забавная, романтическая комедия с интересным сюжетом порадует зрителя холодным зимним вечером. Картина оставляет позитивное впечатление, привлекательными героями и комедийными поворотами, в беззаботной, жизнерадостной линии развивающихся романтических чувств. Фильм не утомляет слезливым самокопанием в причинах любовных неудач, а старается развлечь, иронично используя стереотипы в оригинальной завязке. Она изредка посмеивается над героями, но делает это тактично и легко, вовлекая зрителя в приземленный мир обычных желаний. Случайная встреча знакомит наших героев, каждый из которых одинок, но по разным причинам. Жизнерадостный Люк Брейси предлагает разочарованной Эми Робертс, которая уже и не надеется найти надежного жениха, встречаться как друзья и только по праздникам, чтобы не казаться одинокими и не выслушивать наставления и упреки от близких родственников и друзей. Такие приятельские отношения устраивают девушку, и мы наблюдаем их дружеские встречи в череде знаменательных событий: День Святого Валентина, Пасха, День Благодарения, Хэллоуин, свадьба друзей. Все эти праздники они сопровождают друг друга. Они постепенно меняются. Их обоюдная дружеская критика делает их более открытыми. Они учатся пониманию и принятию жизни такой, какая она есть. Кульминация их взаимоотношений предшествует семейный праздник Рождество. Именно эта точка начала и финала раскрывает сюжет. Фильм не скрывает замысла, а радует зрителя. За событиями интересно наблюдать. Актерский состав я считаю удачным. Фильму удается вызвать улыбку, а иногда и смех. Это то, что нужно, чтобы отвлечься от серой повседневности и встретить новый день с хорошим настроением. Отпуск по обмену. Я позволю себе перефразировать название. У любви не бывает отпусков.
Это приятная новогодняя романтическая история с двумя сюжетными линиями, обаятельными улыбками и лаконичным музыкальным сопровождением Ханса Циммера. Его партитуры, как всегда, стройные и выразительные, и способны спасти представление там, где развитие, растерянно оглядываясь, вынужденно ищет верное направление. Кино может наградить зрителя хорошим настроением и трогательной атмосферой. Симпатичные герои, как долгожданные гости на рождественской встрече, развлекут вас и согреют зимний вечер благодушной компании. Кэмерон Диаз очень точно передает характер своей героини. Она очень лично изображает разочарование, наполненное эмоциями, забавными жестами и действиями. Кейт Уинслет вдохновенно цитирует Уильяма Шекспира, непревзойденного драматурга и исследователя человеческих эмоций. Тем самым она идеализирует свои романтические ожидания, и тем больнее ей принять нелитературную действительность. И ей с легкостью удается воплотить образ мечтательной романистки. Джуд Лоу всю картину будет трогательно оживлять Диаз пушистыми британскими лапками и очаровательно влюблять своей непосредственной улыбкой. Джек Блэк не кажется слоном в посудной лавке, но его появление меня немного удивило, ведь это мелодраматическая комедия. Но он все так же освобождает, но только не роком, а своим присутствием. Илай Уоллок – это дань уважения и признания в любви старому Голливуду. Этот актер играл во многих фильмах, но самые знаковые для меня – «Хороший, плохой, злой» и «Великолепная семерка». Этот актер уже не с нами, но я признателен Нэнси Майерс за трепетное отношение к легендарной киноэпохе. Сюжет нетипичный и современный. Две женщины с разбитым сердцем в одно и то же время, находясь на разных континентах, решают освободиться от плена сердечных страданий, вырваться из мучительной реальности. Они находят друг друга на сайте обмена домами, знакомятся и решаются на такой необычный жизненный опыт. Уинслет летит в Лос-Анджелес, а Диаз в английскую провинцию. И вот с этого момента с нашими героями и начинаются основные романтические повороты. В кинофильме есть один вызывающий недуг – это пассивное сценарное развитие, но, наверное, кто-то этого даже и не заметит. А я снисходительно простил такую оплошность и нисколько не жалею, ведь режиссер уже не в первый раз радует меня хорошим кино. Я говорю о фильме «Чего хотят женщины». 4 Рождества. Веселая, развязная, сатирическая новогодняя комедия. Фильм, не стесняясь, подшучивает над американскими стереотипами и, притворяясь ромкомом в комичной форме, обсуждает некоторые аспекты американского образа жизни. В этом кино есть удачные смешные шутки, но есть и неловкие эпизоды, снижающие комедийный ритм, увеличивая при этом маниакальную карикатурность. Но главные герои, без сомнения, сглаживают несовершенство выбранного стиля. Они, как дельфин и русалка, дефективны в мелодраматичной выразительности и органичной в искрометной комедии. В центре сюжета Винс Вон и Риз Уизерспун, которые играют счастливую пару. Но на сей раз это необычные влюбленные. Они не желают связывать свои отношения узами брака. Они не хотят заводить детей. Они не ограничивают друг друга правилами. Они занимаются тем, что им нравится. Это и делает их счастливыми и свободными. Это и есть основная идея, которая и будет трансформироваться к финалу. Главные герои терпеть не могут проводить праздники с родственниками, которые бесцеремонно лезут в личную жизнь со своими советами и постоянно напоминают, что их жизнь неправильная. И чтобы избежать фамильной духоты, герои планируют провести праздники на безмятежном пляже океанского острова. Но все авиарейсы отменяют, и наши влюбленные вынуждены посетить своих близких родственников. Это 4 родственные семьи, 4 комических эпизода. Это и есть 4 Рождества.
Это забавная история и непринужденная сатира. Это не критичное исследование общепринятых норм и господствующих мнений. Это озвучивание личных позиций и свободу выбора. Новогодний корпоратив. К этому озорному кинохулиганству у меня было заранее предвзятое отношение. Я думал, еще одна тупая комедия с шутками ниже пояса. И нужно признать, в чем-то я оказался очень точен. Но что же меня удержало у экрана в этой рождественской деменции сумасшедших вечеринок? Это особое чувство юмора и остроумия Джейсона Бейтмана. У актера есть обаятельная харизма. Его ироничная комедийная подача с эмоциональной нейтральностью лаконично контрастирует с нелепостью и абсурдностью происходящего. Хороший актерский состав, игра которых полностью соответствует гедонистическому видению безумства режиссеров. У этого фильма 2 режиссера и 6 сценаристов, и это уже смешно. Такой явный недостаток, а воспринимается как забавная шутка в попытках весело оттянуться с чуваками на киноплощадке. Я даже вижу эту картину. Режиссеры весело гагача с пивными банками наперевес, перекрикивая друг друга, кричат «Мотор!». Веселые шутки выделяются на фоне тупой и дикой развязности. К этой картине не нужно относиться серьезно. Но это не значит, что ее можно смотреть всем. Детям она точно противопоказана. Самоирония содержания держится на моральном разврате неприглядности человеческой натуры. Идея картины эксплуатирует животные инстинкты, что может вызвать оправданное возмущение строгих адептов авторитарного воспитания. Картину можно легко обвинить в отсутствии полноценного сюжета. И от этого становится еще смешнее, если учитывать присутствие 6 сценаристов. Но это не является таковым. Сюжет есть, и он обсуждает реальные проблемы капиталистического строя, когда буржуазная машина пропагандирует эффективность получения прибыли, монетизирует все аспекты человеческой жизни и создает агрессивных, рациональных и эгоистичных дельцов с Уолл-стрит. Этот образ воплощает Дженнифер Энистон. Вот именно ее персонаж и выступает главным конфликтом, который и является системным кризисом в этом гедонистическом бунтарстве отвязных режиссеров. «Замерзшая из Майами». Это романтическая комедия и симпатичная мелодрама. Иногда она забавная, иногда трогательная. Режиссер, датчанин Йонас Элмер, не использует технику обмана и жульничества, чтобы завлечь как можно больше зрителей. Он незамысловат и искренен. Он не понаслышке понимает, что такое простые взаимоотношения и забота. Фильм не будет откровением в исследовании чувств. Это приятная сельская история о любви, которая уже в который раз занимает позицию моралистического пуританства, когда настоящая любовь делает людей свободными и счастливыми, отвергая бесчеловечность корпоративных воротил, мерой которых является выгода. Сюжет фильма не отличается изобретательностью, но и примитивной банальностью я его тоже не считаю. Да, в жизни такое случается. Действительно, иногда судьба распоряжается так, что мы оказываемся в похожих местах и встречаем там интересных людей, а возможно и влюбляемся. Так и в этом кино. Рене Зеллвегер играет топ-менеджера, которая из солнечного Майами летит в заснеженный Новый Уль, чтобы взять управление над пищевым заводом, провести там модернизацию и сокращение штата убыточного производства. Она знакомится с работниками завода, с их культурой и образом жизни. Она столкнется с руководителем профсоюза Гарри Конником. И этот конфликт постепенно перерастет в чувство, которое и изменит нашу героиню. И ее жизнь приобретет действительный смысл и изменит ее одиночество. Это позитивная кинокартина с незатейливой формулой,
Возможно, такая расстановка может показаться бессильной репликой более знаменитых предшественников, но фильм оправдывает ожидания. В нем есть эмоции, есть чувства, есть симпатичные герои. И как бы ни была критика справедлива, зритель хочет, чтобы герои были вместе. А если такое желание в принципе возможно, то значит это кино достойно просмотра. Интуиция. Очаровательная и непринужденная романтическая история. Это поэтичный кинороман, который согреет ваше сердце чувствами. Но это художественное произведение не стоит воспринимать всерьез. Кинокартина как завораживающий рассвет, запечатленный взволнованным художником, раскроется постепенно, удерживая образы в воздушной перспективе. Сюжет фильма встретит зрителя в супермаркете постановочной встрече двух героев, беспечно разглядывающих витрины и прилавки. Этим молодым людям совершенно точно ничего не нужно, но интуиция сведет их единственной парой перчаток. Две руки, две перчатки, две судьбы, одна любовь. Как волшебная синхронность свяжет два стремления. Рука как символ влияния, как символ судьбы и провидения, сближает молодых людей. Они чудесно проводят время вместе, и инициативный Джон Кьюсак желает продолжить знакомство. Но по всем законам жанра сюжету необходимо препятствие, которое нужно преодолеть. И таким препятствием станет Кейт Бекинсейл. Она не уверена в искренности чувств и хочет увидеть внешние события, которые подтвердят ее внутренние переживания. Одним словом, интуиция или интуитивное знание. Это универсальная форма, которая содержит ряд образов, архетипов и предшествующего опыта, воздействующая на принятие решения. Но героиня, скорее всего, подвержена обсессивно-компульсивному расстройству, и именно этот недуг и будет основным препятствием, основной темой сценариста и основным мотивом, закручивающим шизофреническое нелепое игровое действие Кейт Бекинсейл. Я не вижу в этом ничего плохого. Как я и говорил ранее, не воспринимайте происходящее всерьез. Для меня не так важно, чем вдохновлялся сценарист Марк Клейн. Для меня важно, что он мог создать. И то, что воплотил Питер Челсом, меня радует. Я прекрасно провел время, потратив 1,5 часа, и получил приятное воспоминание на долгие зимние вечера. Возможно, вы хотите задать вопрос: а почему в твоем топе нет плохого Санты? Да, действительно, эта черная комедия интересная. Образ героя нестандартный. Но мне совершенно не хочется рекомендовать душную драму расколотой личности, просмотр которой не только заставит задуматься и рефлексировать, но и может оставить негативный образ в хрупком подсознании. Задайте себе вопрос: нужно ли вам носить в себе морального аутсайдера, отравляющего свое существование? Стоит ли оно того? Для меня ответ очевиден: нет, не стоит. Идея фильма принадлежит братьям Коэнам, но не сценарий. В этом-то и заключается главная проблема. Они вдохновители, но не создатели. Возможно, сам фильм действительно уникальный продукт. Да, именно продукт, созданный по лекалам потребителя. Но вот содержание остается под большим вопросом. Но вы, конечно, сами сделаете выводы, и мы уже знаем какие, исходя из индивидуальных психических смещений.